Я рассказываю. Приехала машина Nissan Енот. Не горел один габарит. По итогу пришлось разобрать полмашины, потому что замена лампочки не помогла. Вот. Разбирали. Что-то какая-то сырость. Ой, не фокусируется, не видно ничего. Ладно. Пойдем к Андрюхе. Короче, под сиденьем есть такой вот разъем. Вот на него два фиолетовых приводит, и с него сыпется сейчас зелень. Сейчас устраним. Фонарик. Сейчас я. Ну вот, я снял перемычки, и вот так вот это все выглядело. На самом деле надо было, бля, поступить более как джентльмену, нафиг отрезать фиолетовый, блядь, уронил. Уронил туда в дырочку. Отрезать фиолетовые провода, между собой скрутить и не думать ни о чем, бля. А я захотел сделать как положено, что привело меня к таким большим разборам. Ну, вообще, изначально, как бы автослесарь, электрик должен делать как положено, а уже потом как получится. В нашем случае все равно придется сделать как получится. То есть по той же причине, что Давай, давай! Слушай! Нет, что-то еще есть. А? Как у нас сейчас вакуумный, это, блядь, быть у нас сейчас так, не пойдет в разнос, блядь. кто? Да не. Сузуки. Не глохнет, да? Ну что? Ну, конечно. Не газуй! Ну-ка заглуши! Все-таки походу нафиг все-таки коленвал, блядь. Еще разок. Глуши его!
Короче, приехала Нива опять. Вот, с ней все хорошо, она ездит, клиент доволен. Вот, мы устраняем, короче, легенькие течи из-под головы, вот такие там выпердежки идут. Вот, снимаем по гарантии вроде как делаем. Ну, как в запчасти клиента это все делаем. И это самое, поднимать будем давление на ней выше. Сейчас у нее 0,7, будет еще выше. Будет 1,1, 1,2. Ставим ему клапан. Короче, в процессе. Это накинули мы после последнего раза. Слушай, а он что, в новую турбину ставили сюда? Охуеть, он как новый реально. Сколько он проехал? 10, да, где-то? 10 тысяч всего. Говно. Итак, сняли. Стружки вообще нигде нет, ничего нету. Но нашли в маслоприемнике обломанную форсунку. Ну вот теперь. Слушай. Вроде все заебись, Вовка. Палец, мне кажется, значит, какой-то, наверное, блядь. Надо прокрутить мотор. Верхнюю мертвую, любую там, или либо в нижнюю. Болт он там, наверное. Где? Ну, а сейчас будем смотреть, что стучало. Короче, визуально на палец мы ничего не увидели. Форсунка отломилась. Блять, не видно. На первом есть. Ну что там, вкладыши? В идеале. Ага. Форсунка отломилась. Получается, походу на 4-м, блядь. Давай обратно сразу прикручивай. Ты посмотрели, что пиздатый. Не, просто наживляй туда его, чтобы... Так. Во. Бьет. Да. Не цилиндр, а сам поршень набитый. Прямо там на поршне видно метку. На... Прям как будто он бил. Бля, походу втулку верхнюю, пиздец. Ну куда этот самый, как его, монтажечку. Поршень, да, нет. Надо сделать втулку нахуй. Не понять. А ты можешь пошевелить монтажку туда-сюда чуть-чуть? Ну, давай, согнем. Какой? Третий. Ага. Видишь, да? Отмечено, видно? Ага. А форсунка на месте. Вот пошевели туда-сюда, вот туда-сюда. Тук-тук-тук-тук. Походу в натуре втулки, пиздец. Нихуя. В обратную сторону. Тоже нихуя. Нихуя. Ну-ка, еще прокрути. Еще крути. В любую сторону до конца. Давай. В 4-й цилиндр у нас получается форсунка выпавшая. Давай 4-й откручу. Ну, походу, цену доставать все придется. Вкладыш. В идеале. В идеале. Отлично. Давай, обратно давай. Что ж ты за автомобиль такой ебанутый? То есть что-то с 3-м цилиндром. 3-й цилиндр бьет, получается, по балансиру, блядь. Только как он там может сбить, если он даже не достает? Он не может это достать. Он чем-то долбит, когда проходит. Ну, здесь не может он доставать, здесь с одной стороны только.
Бошку. Башку все-таки. Блять, я еще понимаю, если бы он, блядь, ему нечем доставать-то, блядь. Когда он вниз уходит, понимаешь, настолько вот с этой стороны. Кран-то? Не, а что нам его убирать? Надо снять. Да. Ну, сейчас бошку снимем, посмотрим. Да не. Идеальненько. Это не коленвал, не голова. Это не трещина? Нет. Здесь какая-то отметина, смотри. Это на всех так. А, нет, нормально, да. Че, сейчас заебись, что ли? Что за хуйня? Давай, доставай поршень, я хуй делать. Итак, мужики, где? Вот обломанная форсунка под корешок. А теперь смотрите, что мы увидели, когда вынули 4-й цилиндр. Видите эту полоску? Это как вот здесь он гулял поршень. Также с этой стороны. Вот тут что у нас прям... На палец не ощущается, но там и 100% большой эллипс. Щель, нет? Щель там, да? А мне не видно, их там отсвечивает. Надо это самое, чистик принести. Вот смотрите, что с поршнем произошло. То есть отломилось. Да, он сверху, он начал гулять, его поршень съел, короче, его начал перекладывать так сильно. Ну, втулка целая. Вкладыши в идеале. Ремонт у нас поршня или... 0,5. 0,5? Что это? Разбор, гильзовка. Слушай, я не вижу нашей вины в этом, то, что, блядь, отломилась форсунка. За 10 тысяч пробега, блядь. Ну, брызни сюда, Вовка, чуть-чуть на эти поршни. Ну, это идеально. Вкладыши идеально, все. Да, пишу видео. Здесь тоже идеально. Ну что, все, вот она. Прилип поршень, нахуй, все. Слушай, ну это перегрев. Слушай, блядь, а мы потому что были в экстазе и искали, блядь, почему он стучит. А? Ну, здесь все идеально. Да в идеале, я вижу, блядь, тоже, блядь. Он только хон притираться начал, блядь. Ну вот форсунка торчит. Ну, давай сейчас что, опрокинем, да, форсунку открути. Если там кусочек остался, что она сама не выпала из сама себя, а отломилась именно. Ну мы же новые их ставили все, в прошлый раз. А? Ну что там, отломилась она или выпала? Отломилась. Слушай, блядь, в любом случае это перегрев, блядь. Не может быть из-за масляного, блядь, голодания такая шляпа. Там масляная пыль все равно, блядь. У нас большинство двигателей, особенно не турбовых, ездит, блядь.
Это не то слово. Это мы здесь устроили болото, блядь, Сталинград, блядь. И теперь нам здесь надо убираться неделю. О, здесь и красота. Титановые тарелочки, смотри. Все хорошо. Да. Только одна проблема. На втором цилиндре, да, у нас был-то? Да, колпачок вверху. Видно вам, не видно? Его подняло. То есть не одетый на место. Подписывайтесь на мой инстаграм. Подписывайтесь на... Толян, кстати, говорит, мужики, подписывайтесь на его инстаграм. У него инстаграм, он тоже инстаграмит постоянно отсюда из сервиса. Ссылочка внизу. Ссылочка внизу. Где там, да, вот так там, пальцем-то, бля, будет там. Там. Где там они, какая, и блогеры делают, да? Но здесь одна есть проблема. Я распиздяю, я забуду про ссылочку, бля. А вот моя и проблема. Первое. Полностью забитый радик. А человек как раз ездил в это перед тем, как все это случилось. Но он обоссался от температуры. Вот оно в чем дело. Банальный перегрев. Все замято. Это его внешняя сторона получается. Смотри, вот это все замято, вот это все забито. Вот между кондеем. Да, сам кондей. Сам кондей. Вот так посмотрим. Но он такой же, непродуваемый. Короче, я считаю, что дело в перегреве. Так, сняли мы. Все в идеале. Хорошо. Так, а что у нас тут прокладка, блядь, текла, бля? Прокладка что текла? Ничего страшного не происходило. Хорошо. А теперь про проблему. Вот она вот так вот выглядит. Все цилиндры хорошечно. А вот этот в масле, из-за этого он пыхает. Потому что через направляйку затекает масло. Я про колпачок уже говорил. Сейчас мы это починим. Поворотник, да, хотел поворотник снять. Нет, можно выкинуть. Бестолковый. Так, короче. Нужно муфта, получается, 1, 2, 4, 3. В чем проблема у муфт? Сбиты концы все. Вон, да, визуально даже видно. То есть им хана. То есть все 3 муфты, их всего 3 вроде в машине. Да, 3. 1, 2, 3, 4 и 5 муфта. Вот она. Все муфтам хана. 5-я передача в сборе. Потому что здесь вот остатки прежней жизни нужно. То есть 1, 2, 3, 4. Комплект подшипников на всю коробку. 1, 2, 3. Короче, комплект подшипников еще нужен. Комплект синхронизаторов на всю коробку. Они все одинаковые. Вот, по 5-й передаче по образцу только. Вилки все, блядь, такие более-менее. Не стал бы суетиться. Ну и все. Подшипники качения, которые, блядь, внутри стоят, они нормальные. Ну и все. То есть вот все надо. Комплект прокладок, 3 муфты, 5-я передача, подшипников штук. Получается 1, 2, 3. Короче, 5 штук. Первичка, вторичка и промежуточные 2. Вот, сальник и комплект прокладок. Вот и все. Вот. Что же произошло? У меня подозрение, что произошла катастрофа. Подожди, потом мы рассухарим остальное. Я хочу вот это увидеть.
Оп. Да. Направляйка обломилась. Ой. Да. Набломилась направляйка. Я тут слышно горище. Ну правильно, ну конечно, у тебя масло, блядь, лилось через клапан. Напрямки считай. Так моя дроссель закрывается когда? Ему откуда сосать? Он сосет, блядь, через клапан, нахуй, туда. Все масло. Он газ нажимает, она пых. И он так накатал, блядь, сколько? 3000 километров или 4, блядь. Он говорит: Андрюх, ну очень дорого, блядь, братан, да давай что-нибудь сделаем. Вот. Ну что могу сказать? Коллектора откручивай тогда, переворачиваем, перевтуливаем. Или прям так попробуем. Сейчас втулки запрессуем. Лех, на данном этапе, короче, мы делаем только один клапан. Вот он клапан, он состояние его идеальное. Я втулку развернул, поставил все новое. Вот она там стоит. Не буду фонарик включать. Турбина без каких-либо нареканий. Сейчас фонарик, блять, не включу, батарейка села на новую. Короче, она в идеале. Видно тебе, не видно. Люфтов нету, задиров нет, турбинка, блин, ну, без всяких хлопот. Никаких нету аномалий. Сейчас по мотору покажу тоже. Ну и по мотору тоже все идеально. Ну, то есть, как бы, ну, есть масляный, там этот, как бы, ну, сажа легонькая, потому что у нас с тобой забогаченная специально, чтобы не рухнуло ничего. Вот, а так все хорошо. Никаких проблем нет. Все свеженько, новенько, идеальненько. Мы с тобой что делаем? Сейчас это все плоскости чистятся, новые прокладочки используем и все. Собираем и дуем. Больше ничего. То есть завтра, наверное, к вечеру соберу. Заведем ее. По бусту откатаем и все. Ну вот приехал ко мне Антошка. Он же выездной у нас, пескоструйщик. Маленько я отпескоструил бы. И так как я лох педальный, я запорол себе стекло. Ну это ладно. Вот, отпесочил под капоточку. Такие вот тут латки странные. Вот мы все будем сейчас окультуривать, выравнивать. Все это дело убирать. Вот эти все швы уберем. Но подкапотка уже получше стала выглядеть. Я думал, тут вообще катастрофа. А тут не катастрофа в итоге. С той стороны вот тут лежит 2-миллиметровый лист до низа. Я даже решил, что здесь не буду ничего трогать. Так маленько посмотрел. Ну, оно крепкое довольно-таки. И вон там, где трещинки рулевого управления, еще маленько подул. А все остальное нормально. Главное, подкапотка. На слабовым, конечно, лоханулся. Мотор держится, где рычаги, ёпта, да, там можно наварить площадку, поставить это. Ну, как на всех делается. Да, поставить туда гольфовскую эту Ну, понятно. рейку, да. Но вот эти вот, получается, рулевые тяги, или как они правильно называются? Ну, все это убирается. Да, вот. И она там в рычаги не будет упираться, ничего ее. Но там совсем все по-другому будет. То есть рычаги там придется менять, как я понимаю, ничего. Нет, рычаги нет, не придется менять. Ни рычаги не менять не придется, ни это самое. Это сейчас коробки там ебенит масло, блядь, и вот то, что с башки раньше выливалось, нахуй. Тут. У нас у Пашки стоит рейка, можно будет потом подглядеть у него. У нас Пашка есть, тут еще один Потемкин. У него тоже турбовая, 8-клоп. Он собирает себе. Так, смотри, короче, включи зажигание, Женька. Короче, суть проблемы. Смотри, Андрюха. Сейчас, да. Включено зажигание. У нас компьютер видит с тобой 10 с чем-то вольт. Сейчас покажу, паузу сейчас загрузит. Пока грузится, я расскажу. Приехал, короче, Nissan Micra с проблемой. Не запускается, троит, двоит и плохо. Вот. Я долго искал причину, найти не мог и забраковал датчик положения распредвала. Забраковал почему? У меня тахометр то скачет, то не скачет. Сейчас покажу просто, на что я обратил внимание. Все датчики показаний в норме, ошибок никаких нету.
Вот, машина, ну, как бы от знакомых, ехала, заглохла. В одном сервисе забраковали блок управления двигателем, на что я от их отругал, они ко мне сразу не поехали. Что такого не бывает, датчик температуры воды. Но это я снимал фишку. Стирание ошибок выполнено, подтвердить. Вот, на что я обратил внимание. У меня стояло на пускозарядном, и напряжение батареи, смотри, 10,4, да? Я начал проверять. Вот у меня вольтметр вставлен. На аккумуляторе смотрим там, бля, ну, бля, 12 вольт, грубо говоря. А с мозга, вот, например, на фишке, на мозге реально 10,4. То есть это раз, 10,96. И если я сейчас просто на мозг подаю питание вот сюда, хоп, так вот. Сейчас, так, оп. Блин, сейчас, мужики, извините. Подаю питание. Так вот, блин, попасть не могу. Все как всегда. Хочешь по-быстренькому, оп, вот так вот. То есть я прям на голый мозг подаю питалово. У меня сразу здесь 11,2. И при этом я запускаю ее. Блядь, ну сейчас аккумулятор сел уже. Сейчас запустим. Так, 2 ампера подал. Так, вольтметр у нас показывает, наверное, сейчас... Ну, сколько показывает? 14 вольт. Должен, по крайней мере. Ну да. 14 вольт. А сразу тогда, хоп, покажу, сколько показывает мозг. Вот столько показывает. Так, транспортное напряжение батареи 11,6, 12. Смотрим. 12,35, а вот так 14. Подключаем, соответственно, питание напрямки на компьютер, чтобы было 14. Вот таким образом раз. И у нас здесь 12 с лишним вольт. Соответственно, запускаем ее. Машина работает. И стоит нам снять питание, она глохнет. Вот такая ситуация. Сейчас мы прогреем ее и займемся поиском причины с основной. Основная причина у нас где-то сгнил проводок или окислился. Только я еще пока не нашел где. И, ну и после она сейчас первый раз работает, получается, за это все время. Ну, вот 13 вольт мне там. Ого. Все как бы хорошо. Ну, ошибок, соответственно, нету, ничего нету. Машина исправна. Но еще раз повторяюсь. Стоит отключить питание. И все. Итак. И у меня, соответственно, пало подозрение на сигнализацию. Ребятушки. Вот она, блокировка. Есть подозрение, что дело в ней. Прям вот в этом вот конкретно, вот в этой шляпе вот. Сейчас мы вот отсюда, до сюда перемычку бахнем. Рюшка горячая, сейчас позже вскроем, если это дело окажется в ней. Это легко проверить. Короче, обыскав всю машину, вот сейчас 14 вольт с мозга, оказалось дело вот в этом реле. Это реле стояло у нас вот здесь. Вот. Я сейчас переставлю с реле. Ну, блядь, у меня на компьютере. Короче, с реле подогрел заднего стекла. И все заработало. И заводится, и работает. Заглуши, заведи еще раз. Ага. Все, короче, починилось. Ну и, короче, на этом все. Ошибок нет, ничего нету. Вот, впрыск бензина зелененькие. Я решил все пройти сразу, прочитать. Все, убираюсь. Вентиляторы включаются, все работает.
Короче, замечательно все. Человеку задание дам. Купить реле вот таких штучки 4. И потом снять фару и поставить на место. Ну, фокусируйся. ASM 321 М09. Что в ней сгорело, не знаю. Вот хочу сейчас вскрыть, посмотреть. Ну, короче, банально, просто, блядь, подгорел контакт вот здесь, все. Ну-ка, фокусируйся. Мне кажется, релюшки похожи на калиновские, блядь, от калины, блядь, засунуть туда. Мне кажется, даже все поменять, потому что со временем они портятся. Она 4-контактная, а там внутри язычок целый. Ну, тут просто вот попала сажа или пыль на нее, хуй знает что. И на этом конец. Я положу вот туда ее. Что у нас тут? По БСу есть ошибки. Ну, сейчас посмотрим, что за фигня. Ну и ладно, короче. Главное, заработало. Толкать не надо, а то на веревке притащили. В другом сервисе приговорили мозг. И добрые люди. Я представляю, что было бы, если бы они начали эту процедуру замены, бля. Это ж ее же надо было бы отучать от иммобилайзера или там наоборот прописывать ИБУ как к машине. А Ниссаны, они такие очень капризные в этом плане. Короче, получилась бы полная шляпа. Ну и ладно.